Бездомный щенок ослеп, и ветеринар рекомендует эвтаназию. Но тут кот Буц, живущий в доме, совершает нечто удивительное. И это только начало. Конец истории, настоящее чудо. В ветеринарной клинике Дженис прижала к груди бездомного щенка, чтобы тот согревал ее своим теплом. Она нашла маленькую собачку в переулке по дороге домой. Доктор Самнер нахмурился еще сильнее, когда осмотрел крошечное создание. Это плохо, Дженис. Эти глаза – настоящая проблема. Щенок совершенно слепой. Его голос затих. Он еще раз нежно погладил щенка. С каждым тихим бормотанием сердце Дженис все глубже уходило в пятки. Слепота – это только начало. Доктор Самнер сказал, что недоразвитые малыши, вероятно, не получали достаточного питания от матери. Он посмотрел Дженис прямо в глаза. «Нам нужно прекратить это», – сказал он. «Я знаю, это звучит ужасно, но иногда, чтобы быть добрым, нужно быть жестоким». Мысли Дженис метались, со слепотой она могла справиться. Но это постоянное страдание, каждое тихое поскуливание щенка было подобно гвоздю, вбитому в ее сердце. Слезы застилали ей глаза. «Я понимаю», — выдавила она. Доктор Самнер кивнул. В его глазах было глубокое понимание. Он начал двигаться, но Дженис протянула руку и остановила его. Она попросила оставить ее на несколько минут со щенком, чтобы попрощаться. Он помолчал, затем слегка кивнул. Он знал, что это было самое трудное. Когда Дженис взяла скулящего щенка на руки, ветеринар тихо вышла из комнаты. Оставшись одна в стерильной комнате, Дженис прижала к себе щенка, которого теперь окрестили Нанди. Это имя показалось ей невероятно горько-сладким. Она погладила влажную шерстку и прошептала извинения и обещания мира. Дверь со скрипом отворилась. Дженис приготовилась к возвращению доктора Самнера. Вместо этого внутри оказалась полоска гладкого полосатого меха. Это была кошка из клиники, знакомое зрелище. Обычно кошки обходили Дженис стороной. Однако сегодня от этого безразличия не осталось и следа. Кошка проигнорировала ее и запрыгнула на смотровой стол. Она нацелилась на Нанди. Сначала Дженис замерла. Она слышала, что кошки могут нападать на мелких животных, но это не было нападением. Кошка обнюхала Нанди. Затем она приступила к тщательному уходу. Она облизала дрожащего щенка от носа до хвоста. Нанди была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Пока кошка работала, тело собаки расслабилось под ритмичными облизываниями. Ее глаза все еще были невидящими, но в них больше не было ужаса. Что-то блеснуло. Было ли это удовлетворение? Дженис смотрела, не веря своим глазам. Могло ли это простое прикосновение быть тем, чего жаждала Нанди? Слезы потекли ручьем, но теперь они были вызваны другими эмоциями. Если этот крошечный слепой щенок смог найти хоть каплю утешения у сварливой старой кошки из клиники, сможет ли она действительно положить этому конец? Несколько мгновений назад решение было принято в момент душевных мук, но внезапно оно перестало быть таким однозначным. Доктор Самнер вернулся с легким успокоительным, завернутым в мягкое одеяло, но смотровая была пуста. Он вышел в коридор. Сцена, открывшаяся снаружи, была неожиданной и в то же время трогательной. Полосатая кошка Буц свернулась калачиком вокруг щенка. Нанди все еще была слабой и шаталась, но щенок прижался к боку более крупной кошки, и ее крошечный хвостик слабо забился. Дженис сидела на стуле. Она сказала, что не оставит ее. Каждый раз, когда я брал Нанди на руки, Буц шипела и кружила вокруг нее, пока я снова не опускал ее на землю. Доктор Самнер молча наблюдал за происходящим. Это было далеко от поведения животных из учебника, но в Нанди явно произошли изменения. Она попыталась игриво потрепать Буц по ушам, и когда перед ней поставили маленькую миску со щенячьим кормом, Буц подтолкнула ее к нему. Ветеринар сказал, что, возможно, я немного поторопилась, но нам нужно соответствовать ожиданиям. Она все еще борется с собой. Дженис уже кивала. Может быть, Нанди и был другим щенком, и ему требовался другой уход, но этот огонек души, зажженный неожиданной медсестрой-кошкой, явно не угаснет без борьбы. Доктор Самнер оставил решение за Дженис и отправился на обход. Дженис забрала щенка и кошку домой. Под чутким руководством Буц Нанди исследовала свои крошечные владения. Кошка стала продолжением ее чувств, пушистым мурлыкающим проводником, который вел ее к еде, воде и наспех сооруженному лотку для мусора. Босоножка терпеливо ждала, пока Нанди неуклюже передвигалась по комнате.
Каждый раз, когда она натыкалась на мебель, кошка-хранительница мягко подталкивала ее в бок, корректируя направление движения. В ее поведении появился проблеск игривости. Нанди неуклюже зацепила кошку за хвост и получила легкий шлепок от Бутса. В янтарных глазах кошки было понимание, стремление защитить, выходящее за рамки простого инстинкта. Нанди чувствовала себя в безопасности со своим пушистым опекуном, и в этой безопасности начал проявляться ее истинный щенячий дух. Неделю спустя доктор Самнер был поражен. Это был уже не тот слабый, едва держащийся на ногах щенок, которого он оставил с Дженис. Нанди прибавила в весе, ее шерстка блестела, а движения стали менее неуверенными и более игривыми. «Я этого не понимаю», — сказал ветеринар, осматривая затуманенные, слепые глаза щенка. «Она не должна быть такой здоровой и определенно не такой энергичной». На мгновение его взгляд остановился на Дженис. Она поежилась под его пристальным взглядом. Она сказала ему, что это все из-за ботинок, а затем рассказала ему историю о непоколебимой опеке кота. Доктор Самнер внимательно слушал. Наконец, он вздохнул. «Это все еще огромная ответственность, Дженис. Слепая собака нуждается в особом уходе и специальной дрессировке, а также в постоянных осмотрах у ветеринара. Остальное он не уточнил. Скромная квартира Дженис, ее рабочий график и суровая реальность того, что уход за больными означает деньги. Дженис знала, что он прав. Она сказала ему, что справится. Она все подсчитала в уме. Она возьмет дополнительные смены, продаст вещи, сделает все, что потребуется. Нанди не просто заслужила шанс, она его заслужила. Ее жизнь круто изменилась благодаря небольшой помощи самого неожиданного пушистого друга. Следующие недели были чередой перемен. Дженис, вооружившись статьями из интернета и советами удивительно отзывчивого доктора Самнер, преобразила свою квартиру. Свернутые ковры исчезли. Вместо них теперь были ровные полы, по которым Нанди могла передвигаться. Низкую мебель придвинули к стенам, чтобы освободить проход. Ошейник с расклешенной подкладкой стал для Нанди системой раннего оповещения. Он весело позвякивал, когда она осматривалась. Бутс наблюдала за трансформацией с бесстрастным видом опытного надзирателя. Она стала тенью. Нанди. Мягкий удар головой отгонял щенка от углов, а легкое прикосновение ее лапы заставляло игрушку отлетать в сторону, до которой Нанди могла дотянуться. В узком коридоре босоножка шла впереди, совершая свою первую пробную прогулку. Нанди следовала за уверенным взмахом ее хвоста. Позвякивание ошейника вторило тихим шагам босоножки. Дженис наблюдала за этим безмолвным общением со слезами на глазах. Одна бездомная кошка помогала другой, одна брошенная кошка нашла цель в воспитании потерявшегося щенка. Ее квартира, возможно, и была маленькой, думала она, но любовь, наполнявшая это простое пространство, казалась неизмеримой. Со временем Нанди расцвела. Под руководством ботинок маленькая квартирка превратилась в ее царство. Она научилась узнавать шаги Дженис, шуршание пакета с лакомствами и писк любимой игрушки. Прогулки по коридору стали более смелыми. Ее слепота не определяла ее характер. Это была лишь одна из граней ее жизнерадостной щенячьей натуры. Осмотры у ветеринара стали обычным делом. Нанди всегда была полна щенячьей энергии. Она влетела в смотровую, как всегда, похлопывая Бутс по спине. На этот раз доктор Самнер присел на корточки и нежно провел рукой по боку Бутс. «Знаете», – задумчиво произнес он, – «это странно. Бутс всегда был одиночкой и никогда не обращал особого внимания на других пациентов клиники. Однако, когда речь зашла о Нанди, он замолчал, как будто только сейчас осознал значение этой кошачьей преданности. Дженис спросила, не заблудился ли и Бутс, и он кивнул, поступив. Несколько лет назад с серьезными травмами, в том числе с поврежденными глазами. Она не могла видеть в течение 5 месяцев. Голос доктора Самнера был тихим, он никогда особо не задумывался об этом. Но теперь в его глазах появилось понимание. Кусочки головоломки внезапно встали на свои места с такой силой, что у нее перехватило дыхание. Шли годы. Послеполуденный солнечный свет, пробивавшийся сквозь деревья, отбрасывал пятнистые тени на вытоптанную траву. Теперь Нанди была уже взрослой холеной собакой. Она радостно прыгала, преследуя знакомую полосатую фигуру. Бутс игриво уклонялся от неуклюжих выпадов. Они были совершенно неподходящей парой, большой, шумный пес и маленькая, проворная кошка. И все же они двигались совершенно синхронно. Дженис присела на ближайшую скамейку.
Исчезла жалостливая женщина, которая однажды принесла умирающего щенка к ветеринару. На смену ей пришло безграничное удивление. Слепота Нанди и скрытая инвалидность Бутса отошли на второй план. То, что она увидела, было чистой, неподдельной связью, силой обретенной семьи. Она оставила их на улице и опубликовала короткую историю о них и пару фотографий в социальных сетях. Слепого щенка собирались усыпить. Посмотрите, что сделала кошка. Это чудо. И она с радостью поняла, что чудо – это не просто спасение жизни. Это было глубокое взаимопонимание, которое возникло между двумя существами, которые видели мир не глазами, а сердцем. У вас есть история, опровергающая вражду между кошками и собаками. Расскажите нам о ней в комментариях. Мы будем рады услышать. На данный момент, однако, мы закончили. Увидимся в следующем видео.